Привет, 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 песеры, с вами Морж, 8 число, наконец-то дождались мы обновления, как обычно Konami затянуло, техработы шли дольше, чем полагается, тем не менее игра уже работает, все могут зайти и посмотреть, чего интересного нам завезли. Ну и я, собственно, посмотрю вместе с вами, давайте смотреть, есть ли все-таки сброс статов или нет, я знаю, многие этого ждали практически год, вот. Ну, я надеюсь, Konami нас не разочарует. Итак, появляются у нас сегодня шоу-таймы новые. Это у нас защитники, правые и левые. Значит, что интересного? Так, где здесь, собственно, новый навык? Так, предполагаемые списки событий, Тотти, Кагава, это все понятно, Куба. А какой навык-то добавили? Не хотите мне сказать? Ладно, не хотят, посмотрим, это мы все, значит, в деле. Дают кучу нам паков, плюс за 6-летие 180 монет начисляют, плюс мандаты на гарантированных 5-звездочных игроков, которые, естественно, пойдут в мусорку, нахрен они нужны. Тренера, что тут еще, навыки, короче, куча всего за это 6-летие. Нам прилетает, но не сказал бы, что там что-то особо ценное. Плюс нам дают бесплатно карточки Бускетса и Альбы, потому что они завершили карьеру. И, собственно, от Барселоны эти карточки нам на халяву и дают. Я считаю, что лучше бы дали Ибрагимовича, Милан это тоже партнер, Ибра карточка была бы прям очень кстати. Но Konami расщедрились только на Бускетса и Альбу. Так, вот, функция сброса выделенных очков прогресса. Вот ее мы-то и ждали, посмотрим сейчас, что почем вообще. Бета-тестирование кооперативного режима. Что такое кооператив вообще? Это, по сути, ты играешь матч 3 на 3. То есть частью игроков управляешь ты, частью игроков управляют еще 2 человека, которые с тобой в одной команде. При том, что у нас и так есть проблемы с соединением, когда 2 человека играет. А представьте, когда будут играть 6 человек, какая там будет жопа. Поэтому я, если честно, на кооперативный режим смотрю примерно так. И я думаю, это будет провал. Не вопрос, на ПК и консолях, возможно, это будет все очень даже неплохо, но вот для мобилочки я считаю, что это будет проблематично. Ну, само собой, тоже посмотрим, потестируем. Так, новый файл обновления, что у нас здесь добавили? Коп, количество запасных игроков увеличили с 7 до 12, какая разница, если замен сколько было, столько и осталось. Ну, да ладно. Так, матчи в режиме быстрая игра по сети, товарищеский матч теперь будут идти в зачет прогресса в рамках пропуска на матч. Ну окей, в несколько меню добавлена фильтрация игроков по лиге, допустим. Изменен список доступных аутентичных команд и пробных товарищеских матчах, ладно, спасибо. Внесены изменения, благодаря которым в матчах с ИИ, когда для параметра управления игроками задано управляет ИИ, после экрана перерыва через некоторое время теперь автоматически происходит переход ко второму тайму. О, можно будет не клацать дальше, он сам будет переходить, это хорошо. Обновление, дополнение, данные команды, фотографии, формы, эмблемы, комментарии. Ну, допустим. Исправлены доработки игрового процесса. Пасы исправлена неполадка, за которой при навесах мяч мог идти ниже, чем ожидалось. Остановка мяча. Ну, это все надо будет, что называется, тестировать на поле, сами понимаете. Написать они могут много, а вот будет ли оно работать, я, если честно, сказать вам не имею, так сказать. Так, ладно, файлы обновления. Тут нужно будет разбираться в матчах, собственно, что из этого всего будет выходить. Забираем подарочки, вот он Альба, вот он Бускетс, призы за, собственно, 6-летие, короче, куча тут всякого говна, все это дело мы забираем. Кстати, да, что Бускетс, что Альба, ну, такие же карточки, как у чемпионской Барселоны, и типа все. Я думал, у них хоть какой-то там интересный дизайн будет, или еще что-нибудь в таком роде. Не, золотой дождь, и типа, ребят, гуляйте. Вам большего мы не дадим. Так, давайте посмотрим по соревнованиям. В аутентичных командах ничего у нас не добавилось, могли бы что-нибудь завести. По команде мечты, по ивентам, да. Ну, соревнования английской лиги, как всегда, с бесплатной круточкой на команду недели, что есть хорошо. К сожалению, тройного опыта у нас, как вы видите, уже нет, поэтому кто не успел прокачать игроков, мои вам соболезнования. Ну и... как обычно, обновилось онлайн соревнование, где можно получить 50 монеток. Щедрость Konami, конечно же, не знает пределов. Ладно, давайте посмотрим сначала на пропуск на матч. Что у нас здесь? Такс. Можно получить вот такого вот Альвареса с рейтингом 94 под Манчестер Сити, да. Кстати, мне, пожалуй, его и надо будет забирать, так что, наверное, этот пропуск я могу сразу купить. Альварес мне пригодится, Манчестер Сити у меня здесь есть. У меня он от сборной, если я не ошибаюсь. А вот этот пропуск, кто тут у нас? Ботман, центральный защитник. Ну, не знаю, 93-го рейтинга за 1000. Ну, типа, спасибо, нет, я обойдусь ценным за пропуском, за 500 голды, я думаю, мне этого хватит.
Так, что у нас еще тут интересного? Ну, появились жапанские эпики. Не думаю, что многим они будут интересны. Команда недели. Ну и все. Номиналочки, конечно же, тоже обновились. Тоже мы сейчас их глянем. Ну и команду недели, собственно, откроем. Есть у нас бесплатная попытка на шоу-таймов. Естественно, ни на что я там не рассчитываю. Есть команда недели. Она интересна, кстати. Такс. Ага, вот они номиналочки. Ну, давайте смотреть, кого нам сюда запихнули Konami. Итак, есть Ким из Наполи, Гакпо из Ливерпуля, Мендеш, Малина под Атлетико, Аканджи под Манчестер Сити. Сразу вот. Он 5-звездочный или 4-звездочный? 5. Блин, у меня нет пока пятерок. Но вот его мне нужно брать. У меня в Манчестер Сити у него обычная карточка, поэтому уж точно мне он пригодится. Верету. Далее Шмейхель. Ну и всякая хрень, если честно. Да, номиналки, я вам так скажу, номиналки не вдохновляют. Номиналки не вдохновляют. Гакпо у меня есть позиция центральный нападающий. Он явно поярче будет. Малина у меня тоже, по-моему, специальная карточка от чего? Конечно же, от Атлетико Мадридского. Ну вот, Аканджи единственный, кто мне отсюда может пригодиться, и то на позицию левого защитника. Но при этом, смотрите, он только центральный, налево будет становиться хреново. Плохо, честно, по номиналкам хотелось что-нибудь поинтереснее. Ну и дизайн, если честно, опять как будто не пони, этого единорога стошнило, так сказать. Ладно, номиналки J-лиги. Ну, не знаю, насколько они интересны. Вообще, в принципе... стандартный набор азиатов, под ивенты азиатов, и все. Как бы, что тут еще добавлять? Так, и номиналки, это что у нас, Мексиканская лига, да, если я не ошибаюсь. Из Мексиканской лиги номиналки, ну, тоже вряд ли кто-то здесь будет интересен. Но, опять же, только под ивенты Мексиканской лиги, потому что где их еще, по сути, использовать? Такое себе по номиналкам, честно скажу. Порадоваться здесь, к сожалению, ну, особо нечему. Ладно, давайте откроем бесплатную попыточку на, собственно, шоу-тайма. Конечно, я в шоу-тайма хрен поймаю. Ну, естественно, белая полоса. Ой, какие тебе шоу-таймы, Морш, еще и на халяву. Нет, сразу парень у нас отправляется в утиль. Мне он абсолютно не нужен. Буду ли я вообще этот пак открывать? Да хрен его знает. Вот честно, пока что хрен его знает. По эпикам Японии... кстати, да, шоу-таймы. Чё ж я хотел посмотреть? Сведения. Где там этот новый навык, который у них должен появиться? Новый навык. Острые навесы. Позволяет игроку делать навесы с вертикальной подкруткой, при которых мяч круто опускается вниз. Как будет работать? Да хрен его знает, как будет работать и будет ли работать вообще. Ладно, команда недели. Что у нас здесь интересно? Естественно, мы охотимся в первую очередь за игроками, которые сменили позицию. Ну, во-первых, можно получить Бензема еще от Реала, да, так сказать. Стиль оттягивающийся форвард. Бензема от Реала у меня есть, тоже команда недельный. Ну, не знаю, надо будет сравнивать. Может, это лучше, может, это хуже. Конечно, тут интересен Ляо с позиции атакующий полузащитник. Явно ему опять накрутили статы. Уже был у нас Ляо с позиции атакующий полузащитник. Это была имба нахрен. Это имба просто убийственная. Кстати, здесь на этом аккаунте он у меня и есть. И причем еще и игровой стиль у него атакующий полузащитник. Короче, вот этот Ляо будет 100% топчиком. Дрибла присутствует, пас присутствует, реализация есть. Так, скорость, ускорение вообще космос, сила удара не очень, баланс, обычная физическая форма, что плохо. Ну, в общем... Такое себе суперсап, как обычно у Ляо тоже присутствует. Так, кто еще у нас здесь? Дзаньола, любимец мой, когда-то очень давно, но после того, как перешел в Турцию, сами понимаете. Позиция правый полузащитник и стиль атакующий полузащитник. Опять же, надо будет смотреть по сайту, собственно, может быть очень имбовая карточка, может быть. Дальше у нас Кьеза с позиции центральной нападающей, опять же, еще и стиль охотник за голами, универсальность в атаке, еще и правый и левый полузащитник. Тоже может быть очень интересен, потому что изначально Кьеза у нас правый нападающий, да? Рамос есть, но у меня в ПСЖ здесь есть Рамос, я не думаю, что этот будет лучше. Альберто, центральный полузащитник, Дупа, вратарь, ну и Гамшик, да, давно я тебя не видел, Гамшик, когда-то ты был очень даже прикольный. Короче, по тому, кого надо ловить, ну вот я считаю, что Дзаньола, Кьеза, ну, Ляо у меня здесь есть атакующий полузащитник, остальные, в принципе, мне особо и не нужны, наверное. Ладно, 3 попыточки, давайте попробуем. К Бенземе, кстати, добавили этот штатный пенальтист. Ой, один из самых бесполезных навыков, на самом деле, как я считаю. Ну, по крайней мере, по моему мнению. Ладно, смотрим, чего это. Да, кстати, напоминаю, что если тебе нужно задонатить с российских карт на мобилочку, то пишешь мне в личку в Телеграме, ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Акции на золото, к сожалению, закончились, вчера был последний день. Я, кстати, Рамоса ловлю, да, вот. В общем, я могу тебе с этим помочь, и сможешь пооткрывать все, что тебе нужно. Рамос мне выпадает, ну, запихну его в ПСЖ, по-моему,
И вот я просто не помню, какая у меня его карточка. От команды недели, не от команды недели. Помнишь, что какая-то специальная? Ну, сейчас как раз и глянем, так сказать. Ладно, Рамос, ну пусть будет, так сказать. Это, допустим, ладно. Допустим, ладно, ПСЖ у меня на этом аккаунте есть. Так, есть Италия, есть 5 звезд, Ляо. Ну что, как насчет Ляо, да? Нет, не Ляо мне выпадает. 7 номер, Аталанта. Ой, даже не знаю, если честно, кто ты такой. Ну, мне сейчас Konami, собственно, подскажет. Да, ну и, конечно, глянем, где там статы сбрасывать. Это у меня Коп Минерс. Ну, пусть будет Коп Минерс. Что у тебя там по статам, что у тебя по стилю? Атакующий полузащитник, креативный плеймейкер. Не знаю, если у него изначально была позиция не атакующий полузащитник, то может быть что-то интересное. Но это сейчас я уже видео допишу, посмотрю по сайту и, само собой, в свой телеграм выложу, собственно, кто там хорош, кто плох. В общем, все по стандарту, да, в мой телеграм можете подписываться, если вам нужна информация об игре. Там же есть еще и ссылочка на чат. Ну, в общем, все по стандарту. Ой-ой-ой-ой, это бык, это бельгийская лига, да. Алдерверд, скорее всего, мне выпадает, как я подозреваю. Ну вот он мне не нужен абсолютно, да, именно он мне и выпадает. К сожалению, ни Бенземы, ни Ляо мне сегодня не завезли. Нахрена ты мне нужен? Я, если честно, абсолютно не знаю. Ладно, будет у меня еще одна попытка, собственно, после прохождения ивента бесплатная, что тоже вполне себе неплохо. Может, что хорошего, собственно, и выпадет. Да, спасибо. Так, Манчестер Сити. Сити. Вот он, Аканджи, как видите, у меня на левом защитнике стоит. Сейчас я заберем мы Альвареса. Вот он. Заберем мы Альвареса и сразу поставим его в состав. Альварес раз. А здесь, видите, у меня Альварес от сборной Аргентины, он 92-й, этот будет 94-й, как бы уже хорошо. Да, добавили замен, но нахрена столько замен, если честно, я не знаю. Ну, добавили, так сказать. Ладно, спасибо, Konami называется. И ПСЖ. Так, с Рамос у меня вот такой, 94-й. Этот 93-й вообще, то есть у меня теоретически Рамос даже получше. Ну, хрен знает, вот реально хрен знает, этих надо прокачать еще. Тоже, наверное, он мне, по сути, в ПСЖ и не нужен, так сказать. Ну, да, печалька вышла с покопанингом, ну ладно. Так, тренировка способностей, перенос мастерства, прогресс игрока. Ну, где сброс? Так, новая функция прогресса игроков, сброс прогресса игроков, где это? По умолчанию, ага. Так, очки прогресса выделены на улучшение параметров игрока и соответствие стиля команды будут сброшены. Бесплатно до 28.09. До 28 августа, получается. Можно бесплатно сбрасывать, да? Прикольно. То есть сейчас с нас даже денег за это брать не будут. Ну что ж, достаточно интересно, вполне себе интересно. Спасибо Konami, что наконец-то они сделали функцию, которая уже очень давно должна была быть в нашей игре. Тем не менее, сделали ее только сейчас. Ну, и на том спасибо, так сказать. Дареному коню зубы не чистят. Поэтому можно сейчас сбросить на халяву, что на самом деле здорово. Ну, у меня, допустим, тот же Неймар прокачан здесь на 80 стиль всего. То есть нужно хотя бы до 90 дотянуть, чтобы сыгранность общая была побольше. Ладно. Спасибо Konami за такие улучшения. По геймплею, всему остальному, само собой, надо поиграть в матче, потом уже делать выводы. А что у меня за 3? Это вот эти вот бесплатные 5-звездочные контракты. Нахрен они нужны, вот, ну, я не знаю. Причем, самое интересное, вместимость этих контрактов 999, типа склад. Ребята, эти контракты ниоткуда не выпадают. Нахрена склад на 999 штук, я не знаю, если их дают иногда, и штуки по 3, по 4, и все. Ладно, в общем, ну да, понятно, что это дело такое, он Юндоган мне выпадает. Тоже, что называется, просто открываем на халяву и забываем про это все как страшный сон. Ну, в целом, что хочется сказать по обновлению. Да, сделали хорошие вещи, но которые давно уже должны сделаны быть в нашей игре. По геймплею, поиграю матчи, потом буду делать какие-то выводы. Пиши, открывал ли ты команду недели, кто тебе навыпадал, что ты думаешь вообще по поводу этого обновления. Я уверен, и мне, и другим ребятам будет это интересно почитать. Пиши в личку в Телеграме, если тебе нужно задонатить. В общем, ребят, все как всегда. Думаю, про номиналки, прокачку и все остальное поговорим ближе к вечеру. Ну, по крайней мере, планы примерно такие. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж. Как всегда. Пока. Пока.